Три кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Киностудия. Однажды папин брат, дядя Кекс, пригласил котят и папу на киностудию, где он работает. Вот, на этой киностудии ваш дядя Кекс снимается в фантастическом фильме «Звездные коты». Фантастическом? Значит, там будут разные планеты? И необычные костюмы. О! А еще опасности и приключения. Да, и мы увидим, как все это снимается. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Фильм с дядей Кексом снимают в каком-то из этих павильонов. Ничего себе! Настоящие джунгли! Пошел попугай. Пошла змея. Только дяди Кекса тут, похоже, нет. Вспышка вулкана. Да, надо искать дальше. Котята с папой проверили много других павильонов, но так и не нашли дядю Кекса. Да. Лучше я ему позвоню. Не отвечает. Наверное, занят на съемках. Смотрите, на том фургоне дядя Кекс. За ним? Ух ты, какие шлемы! Так, ну а здесь куда идти? О, простите, а в каком павильоне снимаются? Мы котята-инопланетята. Где наш марсоход? И где наш папа? Ну вот, теперь еще и папу искать. Может, он пошел туда? Котятки! Котятки! Где вы? А? Папа! Я не позволю тебе уничтожить нашу галактику! Смотрите, это же дядя Кекс. Он сражается с монстром. Ой, боюсь, дядя Кекс не победит. Ну что, защитник галактики, что ты теперь будешь делать? Я знаю, что надо делать. Ой, ой, Ура! Котятки! Дядя Кекс! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Что здесь происходит? Этого же не было в сценарии! Ага, это не настоящий монстр. Конечно, нет. Это актер, как и я. Мы же снимаем кино, тут все понарошку. Вот вы где, котятки. Нельзя бегать по съемочной площадке. Простите нас. Мы хотели помочь дяде Кексу. Но, похоже, помешали съемки. Да. Хотя, вообще-то, неплохо получилось. Пожалуй, я использую идею с пузырями в нашем фильме. Котятки, поздравляю, вы внесли свой вклад в большое кино. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вскоре состоялась премьера фильма «Звездные коты». Я не позволю тебе уничтожить нашу галактику. Вот так котята не только побывали на киностудии, но и сами поучаствовали в создании фильма. Играть вместе с друзьями интересно, а с игрушками «Три кота» от One Toy еще и весело. Коллекция мини-фигурок «Три кота» с сюрпризом внутри. Собери их всех. Братик. Однажды утром мама сказала котятам, что сегодня у них будут гости. К нам приедет моя сестра, тетя Корица, со своим сыном Бубликом. Вы наконец-то познакомитесь с двоюродным братиком. У
Бублик! Здорово! Миу, 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 миу. Интересно, а какой он, наш братик Бублик? Наверняка воспитанный. Приветствую. У вас очаровательный бантик. И наверняка он любит читать. А я думаю, он классно играет в футбол. С ним у нас получится отличная команда. Или музыкальная группа. Привет! Привет, дорогая! Тетя Корица! Привет, племянники! Какие вы стали большие! А где же наш братик Бублик? Да вот же он! Что? Это и есть Бублик? Веди себя хорошо, мой сладкий. Поиграйте пока с братиком, а мы приготовим чай. Котята не ожидали, что Бублик еще совсем маленький, и теперь они не знают, что делать. И как с ним играть? Он же ходить не умеет. И разговаривать не умеют. Ой, что ты делаешь? Это же моя любимая кукла. Смотри, Бублик, какой классный мячик. С ним можно играть. Да, для футбола ты еще маловат. Смотри, Бублик, это называется шахматы. Ой, мои шахматы. Кукол трогать нельзя. И машинки тоже. Надо как-то его успокоить. Мы не можем отдать ему мельницу. Это игрушка для котят постарше, а не для таких малышей, как он. Малышей? Я знаю, что надо делать. Надо найти игрушки для малышей. Когда я была совсем маленькой, то очень любила эту погремышку. Котята нашли игрушки, в которые они сами играли, когда были малышами. Даже какие вы молодцы, котятки! Так хорошо поладили с братиком. Мы с Бубликом теперь будем вас почаще навещать. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что с малышами очень весело проводить время. Ведь они и сами когда-то были совсем маленькими. Заморские гости. Однажды в гости к папе приехал его старый друг, который живет в далекой стране. Здравствуйте, Неко-сан! Друг мой, добро пожаловать! Добро пожаловать. А это ваша милая дочка? Да, это Моти. О, а это ваши котята. Котята — это Моти. Привет, я Коржик, я Карамелька. Я Компот. Котятки, в стране наших гостей принято кланяться друг другу при встрече. Я возьму ваши куртки.
Котятки, пока мы с вашим папой будем готовить мой фирменный десерт, вы можете поиграть с Моти. Она привезла вам гостинцы. Здорово! Миу, 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 миу. Это традиционные костюмы, как у нас с папой. Кажется, в таком наряде в футбол играть не очень получится. Моти показывает котятам традиционный танец с веерами, которые она привезла для Карамельки. Зачем мне два одинаковых веера? А еще Моти привезла книгу национальных изделий из бумаги. Оригами. Никогда не слышала о таком. А теперь поиграем. Ой. Ой. Котята стараются делать все, как показывает Моти, но пока у них не очень получается. Наверное, традиции далеких стран не для нас. К обеду все расселись так, как это принято в стране Некосана и Моти, чтобы попробовать блюда их традиционной кухни. И наши маринованные помидорчики. Похоже, в их стране нет стульев. Вилок у них, видимо, тоже нет. Это уж слишком. Как можно есть палками? У нас не получится. Да, это совсем неудобно. Ух ты, как здорово у тебя получилось! И у вас получится. Надо зажать палочки вот так, а потом хватать. Это Неко-сан научил меня пользоваться палочками. А сам я думал, никогда не научусь. Но зато теперь вы делаете это не хуже меня. Ура! У меня получилось есть палочками! Я знаю, что надо делать. Мы будем стараться учиться новому. Моти, ты нас научишь? А вот еще кое-что из нашей страны. Мое знаменитое черное мороженое. Теперь ваш папа тоже умеет его готовить. Черное? Оно что, подгорело? Нет, просто оно сделано из черного кунжута. Попробуйте. Мы бы хотели пожить в вашей стране. Тогда приезжайте, когда захотите. Мы с радостью примем наших заморских гостей. Кстати, мороженое можно есть и ложками. Здорово! Миу, 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 миу. О, это ваши национальные танцы? Да. Другие страны — это здорово. И котята были очень рады познакомиться с традициями и культурой страны, откуда приехала Моти. Каратисты. Однажды котята играли на улице и увидели своего друга Сажика. Эй, Сажик, привет! Поиграешь с нами? Привет! Спасибо, но я сейчас не могу. Я иду на карате. Пока. Какой Сажик молодец! Ни одной тренировки не пропускает. Ага, он станет крутым каратистом. Я тоже могу стать крутым каратистом. Сегодня попрошу маму купить мне форму. Ты будешь заниматься карате? Здорово! Миу, 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 миу. Мама купила Коржику кимоно с белым поясом для занятий карате. Та-дам! Видали? Я крутой каратист. Вообще-то пока еще не крутой. Тебе надо сперва походить на тренировки. Да ну их! Я и так умею ногами махать.
О, Коржик, ты тоже решил заняться карате? Пойдем со мной на тренировку? Не, у меня и так хорошо выходит. Это же просто. Это совсем не просто. И надо заниматься с тренером. Он поможет исправить твои ошибки. Сажик прав. Надо заниматься с тренером. Тренер не нужен. В интернете полно видео про карате котят. Легкотня, я тоже так могу. Смотрите. Извини, Коржик, но ты делаешь совсем не так, как они. Распечатаем позы на принтере, тогда их точно повторю. Руки шире, ногу выше, спину прямее. Ой, да какая разница? Я все равно выгляжу круто. Нашим друзьям понравится. Коржик решил показать друзьям, какой он крутой каратист. Сейчас я выбью этот мяч ударом с разворота. О, звучит круто. Ой. Нет, я сейчас. Да, костюм у тебя красивый, а прыгаешь ты так себе. Одного костюма мало, надо тренироваться. У меня тоже сначала не получался этот удар. Зато теперь... Ух ты! Круто! Значит, все дело в занятиях с тренером? Конечно! Тренер учит тебя разным движениям, а потом ты их отрабатываешь. Чем больше тренировок, тем ты ближе к мастеру. А цвет пояса показывает, насколько ты крутой. Белый пояс дают новичкам, желтый – это уровень повыше. Потом идет много других поясов. Но самый крутой – это черный пояс, потому что это пояс мастера. Я тоже хочу стать крутым каратистом, как ты, Сажик. Я знаю, что надо делать. Надо ходить на тренировки вместе с Сажиком, потому что он их никогда не пропускает. И поэтому у меня уже зеленый пояс. О! Сажик, можно мне ходить вместе с тобой? Обещаю не пропускать. Конечно, можно. Коржик упорно ходил на каждую тренировку, а вскоре состоялись показательные выступления. Ура! У меня теперь желтый пояс! Да, он означает, что у Коржика все очень хорошо получается. Как же хочется получить черный пояс! Ух ты! Если упорно тренироваться, то и черный обязательно получим. Здорово! Миу, 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 миу. Так Коржик узнал, что крутого каратиста можно определить по цвету пояса. Но чтобы получить такой пояс, нужно много тренироваться. И делать это лучше всего с друзьями. Коржик – ранняя пташка. Однажды вечером котята играли в гостиной. Котятки, сегодня вам хорошо бы лечь спать пораньше. Чтобы пораньше встать и поехать в парк аттракционов «Пиратский остров». Мы хотим успеть к открытию, чтобы не стоять потом в длинной очереди. Пиратский остров? Здорово! Миу, 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 миу. Ради пиратского острова я согласна лечь пораньше. Спорим, я утром встану раньше всех. Ну да, Коржик у нас ранняя пташка. Котята почистили зубы и легли спать, но Коржику что-то не спится. Так, надо не забыть мою пиратскую шляпу. И саблю надо не забыть. Как тут мои юные пираты? Никак не уснут. Кое-кто все время бегает и шумит. Зато утром я ничего не забуду. Проснусь и сразу буду готов. Хорошо, Коржик, а теперь закрывай глазки и поскорее засыпай. Вижу пиратский остров. Эй, просыпайтесь, Сони! О, А мы уже тут! Мы встали пораньше. ой, я проспал.
неужели уехали без меня? Мама, папа, вы тут или уехали? Коржик, конечно, мы тут. Разве не пора вставать? Нам надо успеть к отплытию, ой, то есть к открытию. Сейчас ночь. Пиратский остров откроется еще не скоро. Мы не проспим. Ну хорошо. Ой, Уже едем, пора вставать. ох, Коржик, еще не пора. Мы встанем утром, когда прозвонит будильник. Иди спать. Коржик все равно боится, что мама с папой могут проспать, поэтому тоже решил завести будильник. Доброе утро. Доброе утро. О, Коржик так хотел рано встать, что всю ночь не спал. Вот и результат. Вот тебе и ранняя пташка. Эх, надо, чтобы наша пташка все-таки выспалась. Придется поехать попозже. И простоять весь день в очереди. Я знаю. Ой, я знаю, что надо делать. Давайте положим Коржика в машину прямо в одеяле, и он доспит по дороге. Проспали! Коржик, ранняя пташка, наконец проснулся. А где мы? Я проспал? Да, а вот мы встали вовремя и успели прямо к открытию. Дорогие гости, парк аттракционов «Пиратский остров» открывается! Йо-хо-хо! Вот это да! Я так рад, что вы меня не забыли! А еще мы не забыли твою пиратскую шляпу. И саблю. Спасибо большое! Пиратский остров ждет нас! Йо-хо-хо! Миу, 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 миу! Хотя котята приехали в парк очень рано, они были полны сил, потому что все отлично выспались. Критика. Однажды котята со своими друзьями играли возле дома. Ого! Что это? Это платформа для ежегодного парада сладостей. Папа повезет на этой платформе свой огромный торт. Да, но сначала надо его испечь. Эта платформа какая-то скучная. Папа, а можно мы ее украсим? Ну, Можно, котятки. И как мы ее украсим? Я могу нарисовать эскиз. Эскиз? Ну, картинка украшенной платформы. Тогда мы будем знать, что делать. Здорово! Миу, 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 миу. Котята принесли все необходимое для украшения платформы, а Изюм нарисовал эскиз. Круто! Давайте скорее украшать. Горчица, тут нужны не большие конфеты, а маленькие кексы. Нет, большие конфеты. Маленькие будет не видно издалека. Что там такое мелкое на платформе? Мухи, что ли? Ну, парад же не смотрит издалека. По-твоему, я хочу сделать хуже? Нет, нет, конечно. Коржик, но на эскизе же... Я решил покрасить темно-синим и добавить молний. Но с молниями это будет похоже на замок ужасов. То есть, по-твоему, я делаю ужасно? Нет, нет, что ты. Карамелька, звезды нам не очень подходят. Со звездами веселее. И веточки с шариками не помешают. А что, не так? Компот, зачем тут фрукты? У нас же парад сладостей. Фрукты тоже сладкие. Ну, если хочешь, я могу их снять. Не, не надо. Я не хочу никому мешать. Ну вот. фу, торт скоро будет готов. А как вы решили украсить платформу?
Вот. Как здорово! Ведь мой торт тоже будет голубым. О, сласти-мордасти. Но это совсем не то, что на эскизе изюма. Папа, тебе не нравится? Ну, вы все, конечно, молодцы, котятки, но на платформе слишком много всего. Мой торт просто будет не видно. Молнии надо стереть. Это твои конфеты занимают слишком много места. О, ну вот, вы сделали еще хуже. Изюм, что же ты не сказал друзьям, что они делают не так? Я говорил, но они обижались, и я решил им не мешать. Ха, понятно. Котятки, не стоит обижаться на критику. На что? Критика – это когда тебе говорят, что ты сделал что-то не так. Но это не значит, что тебя хотят обидеть. Просто тебе хотят помочь сделать лучше. Я знаю, что надо делать. Мы будем слушать советы Изюма и не будем обижаться. Котята заново украсили платформу точно по эскизу изюма, и он им в этом помог. А вскоре и торт был готов. Вместе с вашей платформой все это смотрится как один огромный торт. Опа! Уверен, что на параде наша платформа будет одной из лучших. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята поняли, что дружеская критика помогает все сделать гораздо лучше. Капризы погоды. Однажды котята с родителями после отдыха на лыжном курорте спешили домой к Новому году. Я уже соскучился по дому. А я по бабушке и дедушке. Папа, а мы не опоздаем на самолет? Не опоздаем. До вылета еще целый час. А вот и бабушка звонит. Привет, мамуля. Как там ваши дела? Все в порядке. Скоро будем дома. И завтра мы все вместе встретим Новый год. Как всегда, по семейной традиции. Жду не дождусь. До встречи, дорогие мои. Пока! Смотрите, магазин сувениров. Давайте купим бабушке и дедушке подарки. Отличная идея. Время у нас еще есть. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Выбирая сувениры для бабушки и дедушки, котята присмотрели кое-что и для себя. Смотри, Коржик, какая хлопушка. Классная. Да закрывайся же! Коржик, давай купим тебе замочек, чтобы закрыть рюкзак. И так закрылся. Внимание! Посадка на рейс до Котополиса заканчивается через 5 минут. До Котополиса? Это же наш самолет. Но у нас же было много времени. Мы слишком долго покупали сувениры. Бежим на посадку. Надо было купить тот замочек. Хлопушка! Надо было сдать ее в багаж. В самолет с хлопушками нельзя. Ага, попалась! С наступающим! Бежим! Внимание! Посадка на рейс до Котополиса заканчивается через 2 минуты. Вот наш выход! Ура! Успели! Из-за плохих погодных условий рейс до Котополиса переносится на завтра. Приносим извинения. Ну вот, снегопад все испортил. Вот они, капризы погоды. Рейс переносится на завтра? Значит, мы будем ночевать в аэропорту?
Думаю, это не очень удобно. А давайте построим иглу и переночуем в нем. Пока мы будем строить иглу, уже наступит утро. Карамелька, может быть, ты знаешь, что надо делать? На этот раз не знаю. Зато я знаю. Мы заберем наш багаж и переночуем в отеле аэропорта. Алло, мамуля, из-за снегопада пришлось задержаться на ночь. Но к Новому году обязательно будем дома. А в этом отеле уютно. Но дома все равно лучше. Где-то за лесом и за холмом дом, милый дом. Мы до него долетим Доплывем. или пешком. Выходит, хорошая песенка. Она напоминает о доме. Здорово! Миу, 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 миу. Мы сделали нашу волну, и я почувствовал себя почти как дома. И я. А теперь пора спать, котятки. Нам всем надо хорошо выспаться. Вот так котята поняли, что даже если все идет не по плану, всегда найдется повод для хорошего настроения, если рядом с тобой родные и близкие. Кота Квест. Как-то раз котята встретили своего друга Нудика на детской площадке. Привет, Нудик! Как ты круто умеешь держать равновесие! Ты тренируешься, чтобы быть клоуном в цирке? Да, но вообще-то я просто жду, когда на площадку кто-нибудь придет. Мне подарили билеты на пиратский Кота Квест. И там можно играть с друзьями. Хотите пойти? Конечно! Здорово! Миу, 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 миу. Мама привела котят на Кота Квест. Проходить квест котята будут сами, а мама будет ждать их у входа. Жду вас тут. Удачи! Ну что, юные пираты, в каждой каюте вас ждет задание. Если выполните все до того, как кончится отведенное время, получите приз. Круто! Я буду сообщать вам задания по радиосвязи. А теперь вперед! Я-ха-ха! Юные пираты! Случилась беда, пиратский корабль сел на мель. Ваша задача наполнить емкость водой, чтобы корабль мог плавать. Это я быстро сделаю. Нудик, ты мне мешаешь. Ты пускаешь воду не туда. Поздравляю! Вы справились с заданием! А теперь можете переходить в следующую каюту. В этом задании вам нужно на ощупь определить, что лежит в сундуке с сокровищами. Подглядывать нельзя. Я попробую. Что-то гладкое. По-моему, это кит. Или яблоко. Хотя... Давай я попробую. Это резиновая уточка. Все верно, юные пираты! А здесь вам нужно выбрать правильный ответ. Какая из этих картинок считается символом пиратов? О, я думаю, что это... Это третья картинка. Череп и две кости. Правильно! Двигаемся дальше. Молодец, Компот! Так я тоже хотел сказать череп, но не успел. Я хочу выйти из игры. Ты что? Осталось последнее задание, и мы получим приз. У вас все хорошо получается и без меня. Ну вот, мы так хотели пройти все задания, что совсем забыли про Нудика. А он нас позвал на Кота Квест, чтобы мы играли вместе. Я знаю, что надо делать.
Нудик, прости нас, пожалуйста. Давай ты выполнишь главное задание кота-квеста. А если я не смогу? Тогда мы не получим приз. Ну и ладно. Главное, чтобы всем было весело. Осталось пройти по канату над бушующим морем и опустить мост. Кто отважится на такое? Нудик! Поздравляю, котята! Вы прошли кота-квест ровно в срок и в качестве приза получаете билеты в бассейн с шариками! Здорово! Миу, 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 миу. Привет, ну как? Вот. О, какие молодцы! Вот так котята поняли, что когда играешь вместе с друзьями, главное, чтобы весело было всем. Автосервис. Как-то раз котята вместе с папой ехали в гости к дедушке. Ой, кажется, с нашей машиной что-то не так. Надо посмотреть. О, похоже, котятки, поездка к дедушке откладывается. Ну вот. А ты не можешь починить машину? К сожалению, это не так просто. Наша машина перегрелась. Вот, смотрите. У машины температура, она заболела. Можно и так сказать. А вылечить ее могут в автосервисе. Это как больница для машин. Больница? Хотите поехать и посмотреть, как будут чинить нашу машину? Да! Здорово! Миу, 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 миу. Машину в автосервис везет эвакуатор, а папа и котята едут на такси. Ого, как тут круто! А вот и машинный доктор, механик автосервиса. Здравствуйте! Привет! Наша машина перегрелась. Дайте ей таблетку от температуры, чтобы мы скорее могли поехать к дедушке. Машины лечат не так, как нас. Хотя сперва мы тоже слушаем мотор, как врачи слушают сердце. Ой, как она хрипит и стучит. Когда мы починим ей мотор, она перестанет так шуметь. Но наша машина не хрипит и не стучит. Что же с ней не так? Сейчас мы это узнаем. Ага, сломалась система охлаждения. Но мы разберемся, почему это произошло. А долго надо разбираться? В этом деле не стоит спешить. Заглянем под машину. Нет, котятки, нужно поднять автомобиль. А делает это специальный механизм. Вот в чем проблема. Продырявилась вот эта трубка. Видите? Нужно заменить ее на новую. Ну вот, менять. Давайте просто заклеим ее пластырем и поедем к дедушке. Да, мы же заклеиваем свои царапины, и они сами проходят. Наш организм сам умеет заживлять царапины, а у машины само ничего не проходит. Бедненькая. Поэтому здоровье машины нужно периодически проверять. Это поможет избежать поломок в дороге. Папа, а ты давно проверял машину? Ну, вообще-то, да. Пожалуй, пора сделать очередной осмотр. Ничего не о. Здоровье машины тоже важно. Я знаю, что надо делать. Мы не поедем сегодня к дедушке. Пусть нашу машину осмотрят и починят. Согласен. А то мы потом еще куда-нибудь не доедем. Котята решили никуда не торопиться, чтобы механик спокойно сделал свою работу. Ну
что ж, я заменил дырявую трубку и все проверил. Тормоза в порядке, и все остальное тоже в хорошем состоянии. Значит, наша машина полностью здорова? Да, работает как часы. Спасибо огромное. Ну что, котятки, поехали домой. Да! Хотя с машиной теперь все в порядке, котятам немного грустно, что они не увиделись с дедушкой. Привет, мои дорогие! Дедушка! Я узнал, что у вас сломалась машина и решил сам приехать, чтобы повидать вас. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята узнали, что машину нужно иногда возить в автосервис и проверять ее состояние. И тогда приятные встречи обязательно состоятся. Портрет. Однажды к котятам в гости пришел Изюм, чтобы нарисовать их портрет. Замечательно. Повесим этот портрет на стену, а то у нас тут натюрмортов многовато. А какая разница между портретом и натюрмортом? Натюрморт – это когда на картине нарисованы разные предметы. Цветы, фрукты. Вот как на этих картинах. А портрет – это когда рисуют кого-то. Чаще всего на портрете изображают кого-то одного. А у вас будет групповой портрет. Здорово! Миу, миу. Ой, не шевелитесь, пожалуйста, а то я уже начал рисовать. Все, не будем мешать. Сидите смирно, котятки. Но Коржику вскоре надоедает позировать. Коржик, не двигайся, пожалуйста. Уже все? Нет. А сейчас? Нет. Можно посмотреть? Это все, что ты нарисовал? Ну, я еще целый час буду рисовать. Целый час? Да мы состаримся. А сейчас готово? Давай тогда первыми рисуй компоты и карамельку. А я приду, когда начнешь меня рисовать. Сейчас будет рекорд по набиванию мяча среди котят. Ты испортил всю мою работу. И еще стену. Пятно. Я вытру. Ты сделал еще хуже. Можно закрыть его картиной. Но эта картина уже закрывает трещину. Так может, все картины для того и нужны, чтобы что-то закрывать? Как ваши дела, котятки? Ой, что случилось? Простите, я случайно испачкал стену мечом. Может, закроем пятно картиной, так же, как вы закрыли трещину? Трещина появилась, когда я забил гвоздь, чтобы повесить эту картину. А за другими картинами у нас нет трещин или пятен. Зато у нас есть моющее средство, которым можно отмыть пятно. О! Жаль, что на портрете так пятна не отмыть. Изюм, а можно ли зарисовать пятно? Зарисовать? Я знаю, что надо делать. Можно превратить эти пятна в цветы и бабочек. Отличная идея. Осталось дорисовать Коржика. Изюм, я готов позировать.
Готово. Вот это да! Потрясающий портрет! Мы повесим его на самое видное место. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята узнали, что любую случайную оплошность можно исправить творчески. Коржик – звезда. Однажды папа и котята вернулись домой после прогулки. Отлично погуляли, котятки. Пойду скажу маме, что мы вернулись. Привет! Привет! А где вы были? Мы были в парке. Я катался на площадке для самокатов. У Коржика настоящий талант. Смотрите, какие трюки он делает. Ого, Коржик, какой ты молодец! Круто! А можешь тут это показать? Как? Тут нечего объезжать, нет бортиков. Можно показать трюки на детской площадке. Точно, пусть Коржик покажет всем, что он умеет. Я не против показать свой талант. Здорово! Миу, 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 миу. Мы поехали звать всех на детскую площадку. Может, самокат почистить? А то он какой-то пыльный. Мы его почистим, а ты лучше отдохни. Тебе надо набираться сил перед выступлением. Точно. Мне надо поберечь свой талант. Коржику нравится, что он умеет делать то, что восхищает других. И он начинает чувствовать себя особенным. Эй! Эх! Внимание, внимание! Сейчас вы увидите супершоу, которое покажет наш брат Коржик. Круто! Молодец! Спасибо. Мне понравилось делать трюки на площадке. Так что сегодня я весь день буду здесь тренироваться. Весь день? А я хотела построить замок из песка. А я хотела тут попрыгать на скакалке. Мои тренировки важнее ваших игр. Не забывайте, что у меня талант. Коржик, у других котят тоже есть таланты. Изюм рисует, Лапочка здорово прыгает на скакалке, Гоня... Это все ерунда. Мой талант гораздо круче. Тоже мне Коржик звезда. Ну тогда и катайся тут один. Я тоже ухожу. И мы. Ну и идите. Мне и без вас будет хорошо. Тут Коржик понял, что тренироваться в одиночку не так весело, как с друзьями. О, смотрите, я вам сейчас покажу крутой трюк. Хе-хей! Коржик не может достать самокат, а на помощь позвать некого, ведь он остался совсем один. Коржик, похоже, я пропустил твое выступление на самокате. Да самокат случайно улетел в лужу. Теперь придется пачкать ноги, чтобы его достать. Не придется. У меня есть ходули от костюма клоуна. Ничего себе! Почему ты никогда не говорил, что умеешь ходить на ходулях? Ты был бы круче всех. Почему круче всех? Каждый умеет делать что-то лучше, чем другие. Но это не значит, что он лучше других. А где все? Они ушли, потому что я сказал, что я лучше них. Но я знаю, что надо делать. Я думал, так говорит только Карамелька. Да, но ее здесь нет, и я сам все исправлю. Простите, что вел себя как какая-то звезда. У каждого есть талант. И детская площадка для всех, а не только для меня. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так Коржик понял, что талант – это не повод зазнаваться. Особенно среди друзей. Ведь каждый по-своему талантлив.
Покоритель вершин. Однажды котята смотрели передачу про отважных скалолазов. Преодолев все трудности, он покорил вершину и установил на ней свой флаг. Круто! Я тоже хочу покорять вершины и устанавливать флаги. Это, наверное, очень трудно. Нужно нести много вещей. И забираться очень высоко, туда, где холодно. Я справлюсь. Просто надо тренироваться, как мама обычно тренируется. Чем труднее будут тренировки, тем скорее я покорю вершину. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Компот нашел в подвале папин походный рюкзак. Похоже, папа давно не ходил в походы. Теперь надо положить в рюкзак много нужных вещей. Котята наполнили рюкзак, и, кажется, он стал довольно тяжелым. Можно пойти на детскую площадку и потренироваться залезать на горку. Хорошо. Коржик, может, ты немного отдохнешь? Нет, я должен тренироваться, а то я не смогу покорять вершины. Легкотня. Теперь надо покорить вершину побольше. Можно покорить лестницу, которая у нас дома ведет на чердак. Она выше. Отличная идея, Компот. А может, пока я туда иду, вы с Карамелькой сделаете для меня флажок? Точно! И ты установишь его на вершине лестницы. Прямо как настоящий покоритель вершин. Ага. Покорять вершины не так просто, как я думал. Коржик, твой флаг готов. Осталось установить его на вершине лестницы. Давай, Коржик, ты сможешь, осталось чуть-чуть. Но вообще-то там еще много. Я знаю, я просто хочу его поддержать. Давай, Коржик, давай. Котятки, что вы тут делаете? Помогаем Коржику тренироваться. Покорять вершины. Ой! О, котятки, никогда больше так не делайте. Коржик, почему у тебя такой тяжелый рюкзак? Я хочу стать покорителем вершин, забираться на них и устанавливать флаги, как отважный скалолаз. Но для этого надо нести кучу всяких вещей. Вот Коржик и тренируется. Котятки, тренировка не должна быть сразу тяжелой. Надо постепенно увеличивать нагрузки, чтобы успеть к ним привыкнуть. Чтобы участвовать в марафоне, я долго тренировалась. Сперва быстро ходила, потом медленно бегала, а потом уже бегала быстро. Я знаю, что надо делать. Коржик начнет с простых тренировок и будет понемногу их усложнять. Ура, молодец! Первая вершина покорена! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Можно добавить еще чуть-чуть веса. Ага. Вот так котята поняли, что тренироваться надо долго. И тогда постепенно можно стать сильнее и выносливее. Каша на завтрак. Однажды мама разбудила котят пораньше, потому что их ожидало морское путешествие с дедушкой. Подъем, юные матросы! Дедушка уже подготовил яхту. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вам понадобится много сил, поэтому я приготовила вам кашу. Смотрите, это наша яхта плывет
Котятки, А? я пойду к машине. Как закончите завтракать, сразу поедем к дедушке. А мы уже закончили. Да, поехали скорее. Мама дала котятам в дорогу рюкзаки с обедом. Привет! Дедушка! Добро пожаловать на борт. Кладите рюкзаки в трюм. Экипаж, всем надеть спасательные жилеты. Поднять якорь. Убрать трап. Поднять паруса. Оврал! Свистать всех наверх! Экипажу поднять якорь! Покрутите подъемный механизм! Теперь тяните канат! Дедушка хочет доплыть до птичьей гавани, чтобы сфотографировать ее и нанести на карту. Так, Я что-то немножко устала. И я. А чего компот такой бодрый? Птичью гавань нигде не видно. Видно только волны. да, придется вам подняться на смотровую и оттуда вести наблюдение. Я слишком устал, чтобы лазать. Лучше тут посижу. И я устала. А еще я уже есть хочу. Дедушка, а когда мы будем обедать? Обед будет по расписанию. Сначала надо добраться до птичьей гавани. Слева по борту птичья гавань. Молодец, матрос Компот! Хе-хе. Лево руля. Все, я больше не могу идти. У меня сил нет. У меня тоже. И в животе урчит. Мы так всех птиц распугаем. Коржик, Карамелька, вы что, не завтракали? Что же вы сразу не сказали? Объявляю обед. Надеюсь, мама положила много еды, а то я готов съесть кита. Тут мамина вкусная каша с изюмом и орешками. Отлично! С таким обедом вам хватит сил надолго. Здорово! Миу, 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 миу. Котята хорошо поели и без труда поднялись на вершину горы, стараясь не потревожить птиц. Теперь я знаю, что надо делать. Мы все знаем, надо по утрам есть кашу. И тогда у нас будет много сил. Особенно для морского путешествия. Вот так котята узнали, что каша – очень полезная еда. Она дала им силы на весь день, который оказался таким интересным. Баллы. Однажды котята с мамой пошли в магазин. Мама, а что это за картинки? Это наклейки с баллами. За то, что вы покупаете товары у нас. Если вы соберете достаточно наклеек, то сможете бесплатно взять любую вещь в нашем магазине. Ого, любую вещь бесплатно. Здорово! Миу, 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 миу. Мы можем взять надувной бассейн. Чтобы купаться в нем, когда будет жарко. Для бассейна этих баллов недостаточно. Вам нужно накопить еще. Да-да, а для этого надо купить еще товаров. Так пойдем и купим еще что-нибудь. Макароны, конфеты. Нет, котятки, у нас дома все это есть. Чтобы набрать нужное количество баллов, нам придется сходить в магазин еще много раз. Но котятам не хочется так долго ждать.
Нам надо побольше есть, чтобы чаще ходить в магазин за покупками. Котятки, какой у вас сегодня замечательный аппетит! А вот и десерт, как вы любите. Ой, что-то мне уже не хочется. А я съем. Жуй, старайся, нас ждут баллы. Ладно. Что-то я объелся. И я, даже живот заболел. Нам надо немного полежать. Котята поняли, что так много есть они не смогут, и решили действовать иначе. Где же она? Здесь нет. И тут нет. Моя лупа потерялась. Надо купить новую. У меня на велосипеде лопнула шина. Надо срочно купить новую. Да. В моем кукольном домике сломалась дверца. Надо купить новую. Или новый домик. Надо ехать в магазин. Компотик, твоя лупа лежит на столике в вашей комнате. Давай посмотрим, что случилось с твоим домиком. Я уверен, мы сможем все исправить. Коржик, а потом мы подклеим и накачаем твою шину. Да-да. Похоже, не видать нам новых баллов. И надувного бассейна. Оказывается, у друзей котят тоже есть проблемы с баллами. У меня есть немного баллов, но их пока недостаточно, чтобы получить электролуноход. А мне не хватает баллов на костюм летучей мыши. Нам всем придется долго-долго ждать. Я знаю, что надо делать. Давайте собирать баллы вместе и постепенно обменивать их на вещи, которые мы хотим. Точно! Давайте тогда первым возьмем луноход. Первым надо брать костюм летучей мыши. Нет, луноход. Костюм летучей мыши. Луноход. Костюм. Луноход. Костюм. Чтобы Гоня и Сажик не ссорились, мы отдали им все наши баллы. Теперь нам придется заново их собирать. Да, так и лето пройдет, и бассейн будет уже не нужен. Ничего страшного, котятки. Не успеете оглянуться, как наберете столько баллов, сколько требуется. Мы подумали, что бассейн лучше взять первым. Он ведь нужен летом. А костюм летучей мыши понадобится только осенью, на день страшилок. А луноход можно взять и зимой. Так что берите наши баллы. Мы вместе потом еще накопим. Здорово! Иу-миу-миу-миу! Надувной бассейн пришелся очень кстати. И теперь котята с удовольствием помогут своим друзьям накопить баллы, чтобы исполнить и их заветные желания.